Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я хочу пригласить вас в Милан. В те дни, когда одним из самых важных событий становится марафон показов в рамках недели моды. В мире фэшн-искусства событие престижное, влиятельное, значимое. Именно здесь, в итальянской столице гламура, роскоши и дизайнерского мастерства, креативный директор Маттео Тамбурини представил для бренда Tod's новую коллекцию «Осень-зима 2025-2026». В качестве модной локации послужил павильон современного искусства на Виа Палестро – здание с непростой судьбой. В его стенах смешались боль прошлого и надежда на возрождение, щемящая грусть и восторг одновременно. Построенное в 50-х прошлого столетия, оно было значительно разрушено сильным взрывом 90-х, но потом восстановлено из руин, словно мистическая птица Феникс из пепла. Гостей показа на входе встречала неожиданная арт-инсталляция, созданная художницей Нелли Агасси. На высоком постаменте, будто античная скульптура, стояла великолепная Карла Бруни в наряде, сшитом из множества тонких лент из переработанной кожи и переходящей в огромное кожаное покрывало. В руках модели швейная игла каких-то невероятных размеров. Символ ремесленного мастерства и ценности ручной работы, на чем, безусловно, базируется вся философия Tod's. Нынешний креативный руководитель пришел в легендарный дом моды всего 3 сезона назад и принес с собой существенную порцию минимализма. Это была сдержанная классика, но со своей изюминкой, что-то в духе тихий люкс. Но теперь его стиль стал уютнее, мягче, теплее, душевнее, раскрываясь в природной гамме оттенков, в аккуратных силуэтах, дополненных тактильными текстурами. Пушистая альпака, овчина, искусственный мех, гладкие кожа и шерсть, податливая замша, ребристый трикотаж. Так и хочется ко всему прикоснуться. Даже если бы на входе установили табличку «Руками не трогать», удержаться здесь ой как сложно. Общее настроение модных образов поддержала цветовая палитра. С одной стороны, она дарит чувство спокойствия, наполняя гардероб осенними землистыми красками, среди которых коричневый, черный, графитовый, бежевый, темный, оливковый. Но вместе с тем она зовет на смелые цветовые эксперименты, объединяя бордовый с небесно-голубым, то и дело совершая яркие вспышки красного, рыжего, синего. Особое внимание уделено верхней одежде. Узкие двубортные пальто визуально делают фигуру еще стройнее. Часть модели в комплекте со съемной накидкой асимметричного кроя. Объемные шубы смотрятся солидно и статусно. Помимо традиционных для бренда плащей, из кожи и замши есть тренч с оптической иллюзией, узор которого очень похож на пушистую фактуру. Не меньше интереса у публики вызвали куртки-жакеты с будто необработанными краями с мохнатой бахромой и с воротником, переходящим в шарф. Также мне бы хотелось отметить вязаные многослойные образы из меланжевой пряжи и пару платьев в финале показа, где трикотажный облегающий верх дополняет кожаная юбка с практичными прорезными карманами. А в качестве стильной обуви знаменитые комфортные мокасины от Tod's. Для более холодной поры бренд приготовил сапоги на довольно высоком, но устойчивом каблуке. Есть туфли с округлым мысом, лоферы на низком ходу и пока еще актуальные жокейские сапоги. Часть модели выполнена в популярной нынче расцветке под кожу питона. Не менее эффектно смотрятся сумки, среди которых можно выбрать как меховой вариант или собранную из кожаных кусочков, так и версию а-ля страус с характерными бугорками или с рельефом под крокодила. Из новинок – пристегнутая на талии к поясу или к сумке в виде брелока кружка мини, которая легким движением руки превращается в достаточно вместительный шопер. Из украшений я обратила внимание на подвеску на кожаном тонком шнурке. По форме это кисть руки либо портновский манекен, что в очередной раз стало напоминанием важности кропотливого ручного труда мастеров ателье бренда. Ведь любую самую сложную технику можно заменить, а вот умелые руки ремесленника – никогда. В чем-то представленная на подиуме линейка образов напоминала диалог между прошлым именитого дома Tod's и современным фэшн-искусством. Но самое главное, Тамбурини добился того, что редко удается минималистам. Его коллекция не была сухой. Она жила, дышала, она была уютной, но при этом невероятно стильной. Такой вот комфортный гардероб для повседневных рабочих будней. Без гламурных вечерних нарядов и эпатажных луков только для фото. И пусть кто-то скажет «слишком сдержанно», нам бы побольше праздника. А я отвечу – это одежда, в которой просто хочется жить.
Приятного просмотра, друзья! Жду ваши впечатления в комментариях. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не потеряться на широких просторах YouTube. Всем красоты, позитива, добра и теплого, солнечного настроения!